Убийство сжигателя Корана в прямом эфире. Задержаны первые подозреваемые. В Киеве реагируют на заявление о разделе Украины на несколько частей. Кто хочет забрать Запад, а кто Восток? Гибель известных россиян в авиакатастрофе в США и двоякое заявление Трампа. И, наконец, что произошло с Кадыровым? Почему практически на 3 недели исчез? И как в РФ борются с сатаной? Против мирового сатанизма. Всем привет! Время Прядко. Коротко, четко и по делу о главных событиях дня. Все, что нужно знать, вы узнаете от меня. Буду благодарен вам за подписку, комментарии и репосты. Также под каждым из видео жду ваших ответов на мои вопросы. Ну что ж, время начать. В Швеции разгорается громкое дело об убийстве. В пригороде Стокгольма в прямом эфире ТикТока убили Салвана Мамику, иракского беженца, который прославился скандальными акциями по сжиганию Корана. Полиции удалось задержать 5 подозреваемых, но правоохранители не уточнили, есть ли среди них предполагаемый убийца Мамики. В настоящий момент задержанные остаются под стражей и следствие продолжается. Это убийство произошло на фоне судебного разбирательства против Мамики. В четверг ему должны были вынести приговор по делу о разжигании ненависти, но суд перенес заседание, так как один из обвиняемых умер. Салван Мамика переехал в Швецию в 2018 году, а спустя 3 года получил временный вид на жительство. Его имя стало известно по всему миру летом 2023 года, когда он несколько раз публично сжигал Коран. Эти акции вызвали бурные протесты, особенно в мусульманских странах, и совпали с моментом, когда Швеция пыталась вступить в НАТО. Рамзана Кадырова нашли. Он жив. После практически 3-недельного молчания глава Чечни объявился в соцсетях. По данным издания агентства, Рамзан Кадыров как минимум 18 дней не появлялся на публичных мероприятиях, что породило вопросы о его состоянии. Однако после сообщений СМИ министр Чечни по нацполитике Ахмед Даудов опубликовал видео с главой республики, намекая, что слухи о смерти Кадырова беспочвенны. В коротком видео Даудов говорит и пьет чай вместе с Кадыровым. И Кадыров пил чай, собственно, и рассказал, чем занимался все это время. Пьем чай. Ты где нашел меня? Вот для особо, так скажем, волнующихся псевдожурналистов, которые там пускают всякие слухи, Рамзан Ахматович, вы тоже это наблюдаете, видите, мол, 18 дней уже глава Рамзан Ахматович не появляется на публике, там его не видели, пропадал, туда-сюда. Рамзан Ахматович волнуется. Что вы скажете на это? Чай пьем дома, значит, все хорошо дома. В Киеве отреагировали на заявление румынского политика, который решил говорить о разделе Украины. Ультраправый кандидат в президенты Румынии Калин Джорджеску накануне назвал Украину вымышленным государством и заявил о ее неизбежном разделе между соседними государствами. Я процитирую. «Мир меняется, границы будут меняться. Более того, если границы изменятся, то где будем мы? У нас есть Северная Буковина, интерес. У нас есть Буджак, у нас есть Северный Марамуреш, правильно? Из бывшего, как оно называлось, Закарпатья. Останется и за венграми, Львов, который останется за поляками, и Малороссия», заявил Джорджеску в комментарии журналистам. В Украинском министерстве иностранных дел заявили, что подобные заявления Джорджеску ставят под сомнение территориальную целостность государства, являются проявлением крайнего неуважения к Украине и к украинскому народу. Спикер украинского МИДа Георгий Тихий также добавил, далее цитата, «Считаем категорически неприемлемыми и осуждаем ревизионистские заявления или действия, посягающие на суверенитет и территориальную целостность Украины, противоречащие международным нормам, уставу ООН, а также базовым демократическим ценностям». На фоне таких заявлений абсурдно выглядят попытки Джорджеску позиционировать себя как независимого политика. Озвученные им тезисы полностью тождественны тезисам российской пропаганды, что указывает на полную зависимость от хозяев в Москве. Убеждены, что в интересах Румынии и румынского народа достижение всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в соседней Украине, развитие наших 2 государств в мире, безопасности и процветания для наших людей. И напоминаем, что в планы Кремля и его марионеток такое развитие событий не входит. Это была позиция Украины. На заявление о разделе Украины отреагировали не только в Украине. МИД
Румынии также выпустил официальное заявление, в котором говорится о том, что страна подтверждает свою твердую позицию в поддержку суверенитета и территориальной целостности и независимости Украины в пределах ее международно признанных границах. Напомню, в последние дни это уже не первые разговоры о разделении Украины на части, о том, кто на какие земли претендует. Песню о том, как можно поделить независимое государство, первым завел директор службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Он заявил, в частности, что собирается с западными историками, в частности из Польши, Венгрии и Словакии, обсудить вопрос о правах на украинские земли. Вот что он заявил кремлевским медиа. Цитирую. «Я как раз с коллегами-историками в Российском историческом обществе предложил обсудить вот эту тему, но с исторической точки зрения. И мы обязательно это сделаем. И попробуем пригласить историков из других стран, из Польши, из Венгрии и из Словакии». В прошлом году Главное управление разведки Украины заявило, что уже ознакомлено с подготовленным в России документом, в котором предусмотрен план разделения украинской территории на 3 части до 2045 года. В украинской разведке говорят, что документ подготовили Министерство обороны и Генштаб ВС России в декабре минувшего года, и в нем говорится, что Москва хочет в Украине установить пророссийское правительство или, по крайней мере, нейтральное, которое предусматривает отказ от вступления в НАТО. Кроме того, Россия хочет раздела страны на 3 части. На так называемые новые регионы России, это восток и юг Украины, пророссийское государственное образование, это центр страны, и спорные территории, это запад Украины. А что вы думаете об этих разговорах? Пишите в комментариях, но перед этим ответьте также на вопрос. Готовы ли вы, чтобы ваше государство было разделено на части кем-то? Готовы ли вы, чтобы Россию поделили между собой другие? Или же разделили Беларусь, Узбекистан, Казахстан? Не кажется ли вам, что некоторые политики немного не в себе? Тем временем издание The Hill пишет, что без поддержки США Россия перешла бы к наступлению в 2025 году, поскольку у Киева закончилось бы оружие. Уже к 2026 году Украина лишилась бы эффективной противовоздушной обороны, что позволило бы России проводить непрерывные крупномасштабные бомбардировки. Обычные вооруженные силы Украины в таком случае продолжили бы мужественно сражаться, но, скорее всего, к концу 2026 года потерпели бы крах, что позволило бы России захватить не только Киев, но еще и продвинуться к границам НАТО. То есть речь идет еще и о захвате всего запада Украины. Конечно же, с центром в городе Львов. Новые заявления Трампа. Он подтвердил гибель россиян в авиакатастрофе возле Вашингтона, но с Путиным об этом не говорил, хотя сделал намек, что, вероятно, контакт какой-то был. Изначально напомню, что 29 января пассажирский самолет потерпел крушение после столкновения с военным вертолетом США. По данным президента США, в самолете, далее цитата, «к сожалению, находился российский контингент очень талантливых людей. Очень-очень-очень жаль, чьи близкие были на борту этого пассажирского самолета», добавил Трамп. И по словам республиканца, США передадут тела россиян, погибших в авиакатастрофе, в РФ. Но с главой Кремля о происшедшем он не говорил. Но ответ Трампа, кстати, прозвучал двояко. Журналист задал ему вопрос: «Вы разговаривали с президентом Путиным об авиакатастрофе?» Трамп ответил: «Нет, не об этом». Ну, а о чем тогда? Получается, контакт все же был. Отмечу, что в США занимаются сейчас расследованием трагедии. В авиакатастрофе погибли все. Речь идет о практически 7 десятках жертв, в том числе о 14 членах сборной США по фигурному катанию, сообщил глава бостонского клуба фигурного катания Даг Зекхайп. Он также подтвердил гибель в катастрофе тренеров российского происхождения Евгении Шишковой и ее супруга Вадима Наумова. Американский президент задался вопросом, почему произошла трагедия, ведь самолет следовал по идеальной обычной траектории захода на посадку в аэропорт. Вертолет летел прямо в самолет в течение длительного периода времени. Была ясная ночь, огни на самолете горели. Почему вертолет не поднялся или не опустился или не повернул? Почему диспетчерская вышка не сказала вертолету, что делать, а просто спросила, видят ли они самолет? Это плохая ситуация, которую, похоже, следовало предотвратить. Задает такой вопрос Трамп. А что вы думаете о такой авиакатастрофе? Пишите в комментариях под этим видео.
В России могут законодательно запретить сатанизм. В Госдуме начали работу над соответствующим законопроектом. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Бурляев. По его словам, документ планируется представить уже в ближайшие недели. Против мирового сатанизма. Поэтому мы принимаем от вас, иных Киприан, и от вас, владыка, ваши поручения, и мы уже начали готовить. И я надеюсь, что наш комитет скоро, буквально там за неделю, за 10 дней представит всей Государственной Думы проект против сатанизма. Спасибо. Ранее 28 января о необходимости законодательного запрета сатанизма заявил Гундяев. Он отметил, что секты, входящие в международные сатанинские движения, ведут активную деятельность в России, проводят обряды, якобы вербуют молодежь и распространяют свои идеи в социальных сетях. Оказывается, сатанизм является угрозой национальному самосознанию и провоцирует его раскол. Друзья, как часто вы сталкиваетесь с сатанизмом в обычной жизни? Делитесь своими историями, очень интересно прочесть. Спасибо вам за просмотр, лайк и за ответы на мои вопросы. Если вы досмотрели до этого момента, говорю вам огромное спасибо и прошу подписаться, чтобы всегда быть в курсе важных новостей. Подписка также важна и для меня, и для продвижения видео. Конечно, ваша поддержка помогает нам развиваться. До встречи!